Если вы живете не на болоте, то у нас в Эстонии советуют делать клумбы для вересков и рододендронов из спрессованных блоков натурального торфа. Кислого имеется в виду. Фронт работ на весну. Не надо особо думать, ой, я не ту веточку обрезала, ничего страшного. Остался вопрос, куда девать обрезанные ветки можжевельника? Их довольно немало, посмотрите. На дно клумбы можно уложить любые хвойные остатки. Сверху принесу торфа и буду сажать. Но если у вас есть сучкорез, вы можете, конечно, их измельчить и тоже так подсыпать. Блоки хорошо режутся обычной старой ржавой пилой. Получилось так, что купила я блоков недостаточно для 2 ярусов контура. Немного не хватило. Поэтому те стенки, которые соприкасались с землей, я сложила из половинок блоков. То есть распилила блок пополам, и его хватило на 2 ряда. При необходимости можно было между блоками вставлять и более маленькие кусочки. Ну а если получилось не очень ровно, то и здесь можно пилой подровнять. Хорошо, что у меня есть садовый трактор и тележка. Эти пакеты с торфом по 280 литров. Я не знаю, сколько они весят, но поднять их нереально. Мне повезло, что торф привезли складированным на поддоне, откуда я их сталкивала в тележку. Ну а здесь уже, поднимая за торец и перекатывая, переваливала через борт тележки прямо в клумбу. Перевезла так 12 пакетов. Можно сказать, что эта маленькая клумба просто золотая, так как и блоки, и торф обошлись мне в немалую сумму. Но я так давно мечтала о рододендронах и не хотелось рисковать и сажать рододендроны в имеющуюся нейтральную почву, пусть даже с добавлением кислой почвы в лунки. Хотелось уж наверняка. Разровняла торф, как на грядке, но вскоре пожалела об этом. Причину расскажу немного позже. В сухой торф сажать нельзя, и я поставила разбрызгиватель на несколько часов. Кажется, переборщила. Съездили мы с мамой в лес за хвойным опадом, а из другого леса я привезла немного мха. На эту торфяную клумбу посадила пару рододендронов, кальмию, яснотку, живучку, можжевельник и какой-то странный коричневый тис. В лунки к рододендронам добавляла хвойный опад, ну а по завершении покрыла этим опадом всю клумбу. После создания любая клумба выглядит довольно голой. Потребуется немало времени, пока растения разрастутся. Почвопокровники стали разрастаться. Посадила еще один цветущий рододендрон. А вот эти поленья чурки я специально утопила в торфе. Для декора, чтобы на них наступать при необходимости полива или прополки, ну и для сохранения влаги в торфе. К концу лета яснотка сильно разрослась. Под рододендром появилась кислица благодаря хвойному опаду. А еще я посадила первый в своей жизни вереск. Хотелось создать кусочек леса с верхним и нижним ярусом. Если почвопокровные растения к осени неплохо разрослись, и даже сказала бы, что подлесок выглядит почти идеально, но никаких высоких деревьев и даже кустарников тут пока нет. Они посажены, но чуть в стороне. Это пару сосен, можжевельник и даже ель коника. Но ждать, пока они вырастут хотя бы 2-3 метра, придется, вероятно, долго. Хотя, если хвойные хорошо поливать, то они быстро вырастут. Мне уже не раз писали, что я посадила рододендроны не туда, типа надо в тень. Конечно, я согласна, но вот мне хочется, чтобы лесная клумба была именно здесь. Поэтому буду ждать, пока вырастут деревья. А пока я пытаюсь свои рододендроны притенять. В прошлом году это были ветки яблони. В этом году я повтыкала красные ветки сибирского дерена. А в следующем году, пожалуй, воткну длинные ветки ели. Или знаете, я только что придумала, я сделаю шалашики из веток с южной стороны. В общем, что-нибудь придумаю. Главное, чтобы природно выглядело.
Вы уже не в первом видео видите, как я пилю свои деревья, распиливая их на чурки или палки. Для лесной клумбы лучше использовать, конечно, что-то давно завалявшееся или несуразной формы. Поэтому скажу вам, что сейчас я пилю чурки не для лесной клумбы. Я собираюсь создать еще одну мини-клумбочку для рододендронов в той самой теневой зоне, в видео о котором вышло как раз перед этим. Я, конечно, не ботаник, но еще лет 15 назад знала, что рододендрону нужна обязательно кислая рыхлая почва, а у меня сплошная глина щелочная. И как бы мы ни пытались сделать ямку и туда добавить кислую почву, то со временем почва там нейтрализуется, и рододендрон заболеет и, возможно, погибнет. Поэтому я решила над уровнем своей земли сделать клумбу, подобную как для лесного уголка, только по краям у меня будут чурки. У рододендрона корневая система неглубокая, и весной корни не будут стоять в воде. Часть своей почвы мне все же пришлось использовать за неимением достаточного количества кислого торфа. Я постаралась переместить существующую почву по центру, между двух будущих рододендронов. Выручили меня прошлогодние верески, посаженные в кашпо. К сожалению, в кашпо верески погибли, но я к этому так и относилась, как к однолетним петуниям. Теперь я этот торф использую для посадки рододендронов. Даже сами засохшие веточки вересков пошли в дело. Вообще вся эта затея из-за одного рододендрона на лесной клумбе. Я с осени их не укрыла. Выпал толстый слой снега и разломал именно тот рододендрон, который я позже досаживала. Дело в том, что он высокорослый, за сезон вытянулся, и вот результат. Я поняла, что для лесной клумбы он слишком большой, поэтому купила вместо него другой, карликовый. Но не могла же я удержаться и уйти с садового центра только с одним. Вот и купила второй. Теперь будут в теневой зоне расти два рододендрона. Так им не будет одиноко. Большой рододендрон, кажется, называется Нова Зембла. Вырастает до 1,5–2 метров. Недавно смотрела видео про рододендроны, и оказывается, их можно вполне удачно формировать обрезкой, чтобы был пышнее и не так вытягивался. Вот и попробуем. Ну а если и вырастет он там большим, и карликовому будет мало места, то маленький тогда пересажу. Сейчас весна, и сюда попадает послеобеденное солнце. Но летом и осенью тут уже не так светло. Рядом небольшие пузыреплодники, рост которых буду стараться сдерживать весенней обрезкой, дабы не создать тут полную тень. А вы знали, что рододендрон переводится как розовое дерево? Вот и получается, что весной цветет розовое дерево, а летом розы. Здесь яснотка так сильно разрослась за год. И вот если я их отсюда не пересажу, можно быть уверенной, что здесь все просто зарастет. А у меня есть место другое, куда бы я их приспособила. Здесь лично буду оставлять... Так, знаете что? Может быть, наоборот. Я буду оставлять маленьких несколько, а убирать большие. Пересаживать, чтобы вот такие вот большие вот площадки, ну, просто для маленькой клумбы они просто все загораживают. Бедный рододендрон тут. Здесь я уже убрала часть. А вот вам один лайфхак. Хотите, чтобы у вас больше влаги оставалось в земле, в почве? Сооружайте что-то наподобие таких поленниц. Ставьте какие-нибудь чурки.
ложите плашмя, вот эти вот какие-то поленницы, поленьев, извиняюсь. И все это будет сохранять вам влагу. Не только мульча насыпанная ведь сохраняет. А тут вообще два в одном. И дизайнерский элемент, и сохранность влаги. Еще и каким-нибудь жучкам, паучкам есть возможность там жить. Что-то меня поддостали эти ветки. Какой-то бардак на клумбе. Уже осень. Солнца бояться не надо. Вот и убираю ветки. А в следующем году, как и говорила, попробую что-то другое для затенения. Но уж точно не укрывные материалы. Хватит того, что весной спанбонд виден. Первые в моей жизни верески, посаженные на лесную клумбу, вполне хорошо пережили зиму. Розовый заново зацвел, хотя я его весной не обрезала. И я поняла, что из недавнего розомана я превратилась в верескомана. И это только начало, поверьте. Как и в прошлом году, часть я посадила в кашпо перед беседкой и рядом с прудом, а часть посадила на свою лесную клумбу. Возле костровой зоны у меня 10 лет простояли большие чурки, которые мы использовали вместо стульев. Часть из них подсгнили и развалились, и я их притащила на лесную клумбу для декорирования и удержания влаги. Даже труху раскидала по клумбе. А что, все как в природе, как в лесу. К сожалению, в садовых центрах не всегда продается то, что мне именно в данный момент надо. Поэтому купила, что купила. И я не любитель таких трио вересков, но пусть будет. После я еще не один, и даже не 2 и не 3 раза ездила покупать верески. Прям коллекцию набрала. Чуть позже я вам покажу, сколько я накупила вересков. Вот чего я точно не ожидала, так это такого количества земляники. Представляете, принесла из леса хвойный опад, вероятно, среди него была и земляника. Но чтобы за один сезон так расплодилась, и что мне делать теперь? Это для меня будет эксперимент. Может, я следующим летом ведро земляники здесь наберу, как считаете? Конечно, если она летом так же сильно заполонит клумбу в высоту, как яснотка, тогда я и не знаю, радоваться или нет. Но мне хочется именно наблюдать, как сама природа формирует мою клумбу. Ведь земляника и яснотка не только по этой клумбе разрослись, но и залезли далеко на мою каменную клумбу. Да, впрочем, я и не против. Тоже интересный вариант. Яснотку я в другое тенистое место пересадила. А вместо яснотки я везу верески. А вы что думали, я туда посажу? Торфа поубавилось, и пришлось использовать специальную торфосмесь для рододендронов. И вот тут, как обещала, расскажу, почему я пожалела, что разровняла, как все приличные садоводы, торфяную клумбу. Послушайте, лес – это же не грядка, ну зачем ее было равнять? Надо было сделать горы, реки, буераки, ну как в детской песенке, помните? Теперь уже сложно кардинально изменить, так как она полностью засажена. Но если что буду переделывать, то насыплю прямо горки и вырую ямки. А расположить разные верески не так уж и просто. То я их так поставила, то иначе, то опять обратно. В общем, как-то я их посадила. Ну и полила. И живучку тоже одну туда пересадила. Пусть разрастается. Сегодня 6 сентября. Еще затарилась вересками разными. Вот это вот такая прелесть. Хорошенькие, маленькие такие.
Эти кучерявые малышки я посадила в теневую зону. И совсем не уверена, что это правильное решение. Ведь верески любят солнце. Но я экспериментатор, понаблюдаю за ними. У большого рододендрона я обрезала сухую сломанную ветку. И посмотрите, выросла новая веточка. Я так рада! А это нашествие яснотки и земляники на каменную клумбу. Камней из-под них почти не видно. К тому же какие-то интересные лесные растения появились. Кто-нибудь знает, что это? Ну разве это не лес? Короче, хотите лесной уголок? Тащите из леса хвойный опад и можете ничего не делать. Лес сам вырастет. Еще затарилась вересками. Но сажать уже буду в следующем году. Вот сюда. Оцените масштаб моих заготовок на следующий год. На этот раз, чтобы снег не поломал мои рододендроны, да и чтобы верески не вымокли под снегом, я установила дуги для укрытия позже спанбондом. Первый снег в этом году выпал в конце ноября. Но благо потом растаял, и я успела укрыть и розы, и сделать укрытие для рододендронов в теневой зоне.